Всем привет! Начнем с видео. На самом деле я случайно пришел, я ничего про компанию не знал, я просто люблю пиццу. Увидел вакансию внезапно международной пиццерии, и это первый раз, наверное, был, когда у меня включился московский снобизм. Я посмотрел, что есть какая-то международная пиццерия, которой почему-то нет в Люберцах. Я собрал на коленке за полчаса видеорезюме, и мне кажется, меня взяли только за него, потому что тестовое задание я сделал кое-как. Но видеорезюме я до сих пор считаю, это, наверное, один из самых моих лучших проектов. Видео идет 30 секунд, я там не говорю ни слова, но мне кажется, меня позвали только ради него. Я сел в первый рабочий день, я думаю, куда я попал? Наверное, я сюда попал по ошибке. Наверное, здесь мне не место. И когда я прилетел в Сыктывкар, я помню вот это яркое ощущение, когда мы идем на обед, и мне Глеб что-то там втирает и что-то расспрашивает. Когда мы подходим уже к пиццерии, я понимаю, что он делает это просто потому, что люди-то открытые. И вот тогда вот я понял, что вот я дома. До Дода я работал в таких довольно вертикальных организациях, где там руководство, и если ты руководитель, то под тобой все только подчиненные и все, то есть нет такой коммуникации. Я всегда вспоминаю Новый год в РБК, когда у нас там единственный дружный такой кабинет, и мы заходим на общую кухню, и там такое молчание. А мы такие веселые все, ребята, давайте, там Новый год, там, у нас шампанское с собой, а там люди стоят такие, у них такой разговор, я цитирую дословно, такое гробовое молчание, стоит 15 человек в узкой кухоньке, и просто молчат, а я баксы купил. Судорожно поддержать разговор такой, да и почем? Ну, там 52, понятно, и снова все замолкают. Та наша ситуация, когда мы случайно вернули клиентам несколько миллионов, и мы там все дружно сидели, разбирались, кто может, завтра приезжайте в офис. Даже если вы ничего не можете помочь, просто приезжайте, может быть, поможете хоть чем-то. 3 или 4 дня просто запойно работали там по 12, 14, 16 часов, ну просто до тех пор, пока все это не разрешилось. Много все, кто говорит про командный дух, и все говорят, что они воспитывают командную игру и все такое прочее, но все это полная фигня, пока ты не сталкиваешься с такой проблемой, потому что только тогда ты понимаешь, что люди, они не из-под палки приходят, они просто придут и пытаются тебе помогать. Кто-то находился на отдыхе, кто-то с семьями, они там с телефонов, с ноутбуков, там верстали лендинги, чтобы мы извинялись перед клиентами, круто было. Я всю жизнь занимался каким-то спортом. В детстве, в молодости я занимался контактными боевыми искусствами, но потом мне там дали по голове, у меня упало зрение. Через какое-то время я зрение поправил, сделал операцию на глазах. И врач мне сказал, что в голову желательно не получать и, по крайней мере, не делать это добровольно. Я начал довольно увлеченно заниматься тяжелой атлетикой. А потом у меня родилась дочь, я все это забросил. Оно все такое неинтересное, оно все такое монотонное. И в какой-то момент я попробовал для себя кроссфит, и сейчас я этим очень сильно увлекся, потому что лучший игрок — это спринтер, который умеет просто быстро отдыхать. И кроссфит, он как раз весь про это. Быстро сделал, взорвался, отдохнул, можешь делать что-то еще. Я очень хорошо делаю бургеры и все, что касается такого мономяса, то есть шашлыки, стейки, вот это все. И все мои блюда, они на самом деле все секретные, потому что я использую классическую мужскую готовку, то есть если блюдо больше 4 ингредиентов, я его, как правило, не делаю. Я до сих пор проклинаю людей, которые мне посоветовали коктейль Орео, потому что я не могу просто с него слезть, и каждый раз, когда я прихожу в пиццерию, беру себе коктейль Орео. И если в пиццерии нет коктейля Орео, я начинаю очень сильно переживать. Также приветствую в нашей команде Виктора Ковнарева. Он начинает работу в Dodo бизнес-девелопером. Виктор, как и многие из нас, любит путешествовать, побывал в более 40 странах мира, и можно у него узнать опыта собственного дела, хостела и кофейни в центре Москвы. А также Александр Чудов. Александр начал работу в Dodo в 2015 году со стажировки в пиццерии в Сыктывкаре. Дорос там до управляющего и сейчас начинает работу бизнес-тренером в учебном центре Dodo. Будет учить франчайзи и управляющих, и сотрудников пиццерии всем своим опытом. А меня зовут Артур Богданов. Я расскажу про федеральную рекламу в Dodo, в Digital. И, как вы знаете, я так сбился, извините. В общем, зачем вообще нам нужна федеральная реклама и что будет, если мы не будем инвестировать в диджитал федерально, чтобы помочь нашей
ТВ-компании, которая идет на телевизоре. И мы, не инвестируя в диджитал, потеряем малосмотрящих телевизор, а также тех, кто вообще не смотрит. Согласно данным статистики российского интернета, до половины людей для них заменяет, для половины людей YouTube и онлайн-видео заменяет телевидение. Кроме этого, аудитория онлайн-ТВ, она более платежеспособная, у них как минимум есть смартфон и хороший доступ к интернету. Кроме этого, YouTube, а также ВКонтакте и Яндекс уже могут бороться по охватам с популярными каналами. Например, у YouTube охват недельный выше, чем даже у Первого канала и СТС. Кроме этого, форматы, не все, но многие форматы интернет-рекламы позволяют контактировать с пользователями более качественно. То есть рекламный блок, он уже не так, как на ТВ, когда вы выходите между памперсом и порошком для стирки, а чистый, где ты видишь именно этот рекламный выход, при этом человек точно смотрит его и слышит. Кроме этого, для отдельных аудиторий, для таргетинга, например, при аудитории 25-34, самый нашей целевой, реклама в онлайн-видео до 36% дешевле для обычного рекламодателя, а для нас, так как мы любим заморачиваться, для нас она еще выгоднее. Так вот, вернемся к задаче получить максимально эффективный охват, и здесь важно каждое слово, и максимальный, и эффективный. Что значит эффективный? Это значит, что это не баннер, который где-то краем глаза мы видим, а пользователь реально увидит рекламу, он будет ее смотреть. И обычная стратегия, когда обращаешься к агентству, они говорят, давайте попробуем все. Миллион туда, миллион сюда, классный спецпроект, посмотрим, что получится. Мы подошли по-другому, мы выбрали вообще одну экосистему на флайт, на квартал, и тщательно ее проработали. Для начала мы стратегически подошли ко всему уровню, а именно посмотрели, какие вообще есть источники рекламы, которые готовы нам предоставить инструмент под нашу стратегию с рифмами. Оказалось, что их 4. Это Яндекс, это Facebook с Инстаграмом и WhatsApp, это Mail.ru с ВКонтакте, Одноклассниками, а также Google с YouTube. Мы решили встретиться с каждым из них, потому что лучше всего знают свои инструменты и формат рекламы они сами. Хотя нет, мы с Facebook сразу отекли, потому что у них низкое проникновение в России, а в WhatsApp еще нет рекламы. С остальными всеми пообщались. И через несколько недель мы выбрали Google с YouTube, потому что там самый качественный контакт. Человек уже пришел пользоваться, смотреть видео, он не отвлекается, ему не нужно даже листать, он просто смотрит и видит рекламу и тот контент, который он хочет. Мы выбрали специальный формат, это 6-секундные ролики, которые очень похожи на нашу ТВ-стратегию. При этом они не пропускаемые, в отличие от другой рекламы, ее невозможно пропустить на YouTube. И она до 2 раз дешевле, чем другие форматы. Ну и что самое главное, она прям повторяет нашу ТВ-стратегию. Ролик короткий и очень запоминающийся. Кроме этого, мы также настроили ее так, чтобы рекламу видели не больше 5 раз за квартал. То есть мы контролируем количество людей, количество аудитории. И начали сначала с 25-34. А потом, когда уже эту аудиторию практически выбрали, мы ее расширили до 35-44. Тем самым мы постоянно оптимизируем на ходу, и это позволяет нам получать более выгодный результат. Кроме этого, как мы вообще подошли? Мы выбрали вообще все каналы популярные на YouTube, их было около 5000, и поделили их на категории, на 15 категорий, и под каждую категорию сделали отдельный креатив. Точнее, до 10 креативов на каждую категорию, это наши рифмы. Также индивидуально проработали 300 самых популярных блогеров, убрали оттуда политику и контент для школьников и сделали для них индивидуальный креатив. После этого, когда началась наша кампания, с 1 числа мы каждый день выбирали по несколько видео, которые попадали в тренды, и подбирали под них релевантный креатив из наших готовых креативов. Тем самым пользователь, который смотрел именно это видео, которое только попало в тренд, и видел что-то классное. Сейчас я хочу с вами сыграть в «Угадай». Нужно будет догадаться, на кого мы таргетировались.
Первый из них очень простой, но начинаем. Кто не блогер, тот стремится, а доставка Додо Пицца. Вам нужно угадать, на кого мы таргетировались. Этот очевидный. Черт. Есть идеи? Да, блогеры, да. Кто смотрит блогеров, они видели этот креатив. Дальше. Level Up, поверь, случится, а доставка Додо Пицца. Да, правильно, кто сказал, геймеры. Новый фильм и те же лица, а доставка Додо Пицца. Ремейк какой-нибудь? Ремейк нет. Обзор фильма? Нет. Как? Нет. Трейлеры? Да, правильно, трейлеры. На трейлеры. Реклама скоро прекратится, а доставка Додо Пицца. Все что угодно. Нет, тут мы потроллили немножко. Нет. Еще раз? Дудь, что ли? Нет. Распаковщики? Нет. Тут сами каналы, кто смотрит на ютубе ТНТ, НТВ, СТС, в общем, мы сказали, что реклама скоро прекратится. С ними любит мыслями делиться, а доставка Додо Пицца. Кто-то уже говорил. Да, Дудь. Ну, таких более 200 уникальных креативов, поэтому не буду вас занимать время. Мы продолжили настройки, мы отключили ночь, потому что там нет доставки. Мы убрали города, где нет Додо Пиццы, чтобы не тратить деньги. А также мы убрали рекламу для тех, кто только недавно совсем сделал заказ, потому что он и так уже только попробовал. Если обычно компания обходится 10-50 объявлениями, они могут повторяться. У нас получилось 8500, и это только как бы начало первого месяца. Все звучит очень круто, но до кампании еще где-то там больше недели мы пишем Google, что мы определились, готовы вам занести 15 миллионов рублей. Ожидание, что они к нам прибегут и помогут, мы получаем бан нашего рекламного кабинета. Сразу же шок, страх, что же делать. Мы запустили параллельно еще несколько аккаунтов, как бы план Б, С, Д и Е. В итоге нам так и не разблокировали этот кабинет, и нам пришлось возвращать деньги. Но мы успели вовремя, и 31 декабря уже началась наша реклама с новогодними объявлениями. И мы сконцентрировались на основные периоды, повторили ТВ-флайты, то есть у нас упор на новогодние праздники. С 31 декабря по 31 января наша основная реклама идет, а второй период начинается с 10 февраля по 10 марта, чтобы сконцентрироваться, опять же, на праздниках 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Как я уже сказал, у нас более 200 уникальных креативов. Благодаря этому мы получили цену за 1000 выходов рекламы 81 рубль. Это дешевле, выгоднее, чем, например, промопост на ВКонтакте, который стоит 120 рублей. Также выгоднее, чем выходы, там, например, если вы в метро были, там доходит до 500 рублей за 1000 показов. Для нас Google сделал анализ, называется он BrandLift. Они опросили пользователей, которые не видели нашу рекламу на YouTube, а видели, скорее всего, на ТВ или, может быть, локально. 45% пользователей сказали, что запомнили нашу рекламу. После того, как мы провели первый месяц, запоминаемость нашей рекламы, точнее количество людей, которые запомнили нашу рекламу, новых дополнительных, получилось плюс 18%. Звучит немного, но внутри Google они говорят, что это крайне высокий результат для FMCG. И, в общем, особенно когда еще ТВ-компания идет, для этого это высокий результат. И что мы получили? Мы получили 57 миллионов показов рекламы, и из них 30 миллионов было уникальных пользователей. По алгоритмам Google он считает, что после просмотра YouTube-рекламы более 4 миллионов людей решили попробовать Додо и до этого не рассматривали наш бренд. Все. Спасибо.